Осень — это достаточно занимательное время года, когда проходят разного рода игровые выставки. И, возможно, к удивлению для некоторых, но Konami катаются по этим выставкам и даже представляют на них eFootball. Но в то же время ни с одной из таких выставок ни в Японии, ни в Бразилии особо чего-то конкретного мы не слышали, ничего такого не получали. Соответственно, скорее всего, Konami катаются туда с целью банальной рекламы, нежели с целью что-либо презентовать, что-либо конкретное. Но в то же время появляются некоторые отрывки, некоторые интересные информации. Если вы помните, на этом канале мы обсуждали некоторые тейки продюсера eFootball как раз-таки с игровой выставки в Японии. И на сей раз уже с игровой выставки в Бразилии появилась достаточно интересная статистика, которая касается одного ущербного нововведения, которое появилось еще в прошлой части, а именно умного помощника. И как раз таки на этой выставке разработчики раскрыли график игроков, именно вот процентный график, сколько игроков использует этот самый умный помощник и какой у них винрейт. И в рамках сегодняшнего ролика предлагаю обмусолить его поподробнее. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ожидаю ваших комментариев под этим роликом, ну а мы начинаем. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Также используйте мой промокод из закрепленного комментария, чтобы комиссия на пополнение упала с 9 до 5%. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. К счастью или к сожалению для нас, графики не такие сложные, как того, наверное, хотелось бы, всего лишь два цвета, которые все наглядно демонстрируют. И даже в процентном соотношении тут гадать не приходится. Либо 50 на 50, либо где-то 65 на 35, ну, примерно. Итак, как мы можем наблюдать, графики поделены на две части, которые касаются мобильных игроков и игроков на ПК и консолях. То есть консольщики и ПК-бояре объединены, по сути, в одну масть. Что иной раз может говорить о том, насколько же много игроков именно на мобильных устройствах. Итак, как мы можем наблюдать, исходя из статистики разработчиков, на мобильных устройствах около половины игроков используют умного помощника. Точно так же, как и другая половина играет на стандартных настройках без какой-либо помощи. И, что не менее интересно, процент побед у обоих категорий практически одинаковый, то есть та же самая половина, 50 на 50. Но про мобильных пользователей я особо ничего сказать не могу, потому что как таковой экспириенс игры на мобильных устройствах у меня отсутствует. Точнее как, попытки были, правда их было не так много, то есть недостаточно, чтобы говорить что-то конкретно, насколько эффективно может быть использование умного ИИ, или же наоборот может быть неудобно. Тогда как на ПК с этим умным помощником я играл, и это был просто ужаснейший экспириенс. Поэтому давайте перейдем на графики, которые затрагивают консольщиков и ПКшников, и здесь ситуация достаточно интересная, потому что меньше половины игроков используют умного помощника, то есть где-то вот 35%, плюс-минус. Тогда как уровень побед также состоит наполовину, то есть 50 на 50. Это получается, что при меньшем количестве игроков, которые используют умного помощника, судя по всему, побед у них больше, чем у тех, кто играет на обычной раскладке без какого-либо помощника. И вот здесь я могу ответственно заявить, что не совсем понимаю суть умного помощника, точнее как, не то чтобы не понимаю суть, а не понимаю, как вообще можно с ним играть и даже выигрывать, потому что нередко происходит так, что умный помощник скорее мешает играть, нежели как-то помогает. Да, иногда он корректирует направление тех же самых пасов, ударов, но иногда банально не удается создать момент просто потому, что умный помощник решает сделать вот так, а не вот этак. То есть сделать передачу не сильнее, а слабее. Ну, скорее наоборот. Не слабее, а наоборот сильнее. Ту же самую ошеломляющую передачу, из-за чего атака теряет в темпе. Ну и так далее. Поэтому я не совсем
чем понимаю, откуда такой винрейт. И касаемо количества игроков, которые используют этого умного помощника, здесь также может быть все не совсем однозначно, потому что график крайне упрощен, а этот самый умный помощник при первом запуске игры включен по умолчанию, из-за чего некоторые игроки банально могут не знать, что у них присутствует этот самый умный помощник. И даже пару-тройку раз я натыкался на комментарии людей, которые не понимали, почему направление передач неожиданно как-то меняется, передача или удара летят в ту сторону, в которую они не планировали этого делать, то есть некоторые люди действительно не понимали, что им также в кавычках помогает тот же самый искусственный интеллект. Но думаю, что мало кто будет спорить с тем, что умный помощник это крайне сомнительная затея, лишнее упрощение для каких-нибудь, я не знаю, казуалов, и то упрощение ли это, я не совсем уверен. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, по представленному графику, по представленным сведениям я буду ждать в комментариях под этим роликом. Думаю, нам есть что с вами обсудить, поэтому смело пишите свои мысли в комментариях под видео. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр и приятной игры. Всем пока.